любой процедуре мой мизинец всегда возле иглы. И, естественно, мы можем потерять эскиз. Латеральные линии нижней губы и латеральные линии верхней губы должны приходить в одну точку. Тот самый цвет, я его считаю одним из самых модных сейчас и распространенных. Я не довожу свою линию до линии смыкания. Любое отклонение даст нам уже асимметрию. Когда мы работаем именно блоками, обратите внимание, у нас нет такого огромного отека. Как мы знаем, пигменты Ханафи очень укрывистые и имеют очень хорошие остатки при заживлении. Для того, чтобы мне сделать максимально красивое продающее фото, я должна, естественно, наши губы подготовить к фотосессии. Всем привет! Меня зовут Эльвина Иванченко, и сегодня на канале Hanafi Colors Pigments я буду показывать и рассказывать про процедуру перманентного макияжа губ. О себе хочу сказать, что на сегодняшний день я совладельца крупного учебного центра и студии по перманентному макияжу «Алель». Стаж моей работы составляет более 7 лет. На сегодняшний день я уже спикер и судья очень крупных чемпионатов и конгрессов. Главное мое достижение – это абсолютная победа в номинации «Экспресс Липс», где я сделала работу всего лишь за час. И сегодня как раз я вам покажу, как сделать крутой прокрас на моих любимых пигментах Ханафи буквально за короткое время. Конечно, сегодня оно будет чуть подольше, потому что я буду рассказывать о нем, но освоив данную технику, вы будете делать свою работу не более 1,5 часов. При этом работу я буду выполнять достаточно плотно, но остаток у нас будет очень красивый, мягкий и акварельный. Сегодня у нас с вами модель красивая, прекрасная Дарья с таким шикарнейшим исходником. Просто посмотрите на ее губы. Они очень красивые по форме, у них идеальная полнота, очень красивая структура кожи. Такая модель идеально подойдет для участия в чемпионате. Но сегодня мне посчастливилось сделать ей перманентный макияж губ, и я надеюсь, я уверена, что мы сделаем ей просто невероятно красивые губы, и Дарья будет очень довольна конечным результатом. Конечно же, любая процедура начинается с эскиза. А для эскиза в перманентном макияже губ я использую белый карандаш Miss Thais, остро заточенный. Это очень важно, потому что линии должны быть четкие, ровные. Для того, чтобы они были четкие и ровные, мне понадобится вот такая вот кисть с полукруглым, с таким, получается, ворсом, достаточно тонкая. Итак, для того, чтобы красиво отрисовать и ровно отрисовать, важно, эскиз, мы должны с вами определить сначала наши наивысшие точки, самые основные, это точки арки Купидона. Когда у модели бывает такое, что арка Купидона не ярко выражена, здесь вот у Дарьи достаточно хорошо она выражена, есть свой природный рельеф у губ, то мы, в принципе, понимаем, что наши точки, они равны нашим точкам колонным фильтрам. Я вот делаю такие надсечки. Иногда я прошу клиента сделать такую легкую уточку, чтобы мне понимать. Вот видите, у нас сразу получаются такие вот линии, вот наши колонны фильтрума. Именно они и являются нашими наивысшими точками арки Купидона. И, соответственно, мы находим середину. Эта серединочка — это то, что у нас будет между ними. В работе также я использую зеленое мыло. Смачиваю свои диски не очень сильно. Сейчас я намочу свою кисть и уберу излишки наших линий, то есть которые мне потом впоследствии будут мешать. Так, все, мы с вами определили наши точки. Дальше мы будем их соединять. Вообще я кручусь вокруг своего клиента для того, чтобы мой стержень моего карандаша, он лежал всегда на коже, то есть не на коже губ, не на красной кайме, а именно на коже. Упор делаю на нос и вот такими движениями мелкими соединяю наши точки. Эта сторона идет в двойку, вот если мы представим с вами часы,
то у нас есть направление на 10 часов и направление на 2 часа. То есть это вот такой мой лайфхак для того, чтобы я сделала одинаковое направление линий. Далее я соединяю наши наивысшие точки с комиссурами. Да. Я всегда сначала рисую абсолютно полностью по природной форме. То есть для меня важно определить, где наша природная форма. Я растягиваю кожу, вижу наши поры. И эти поры, я уже по этим порам начинаю закрашивать кожу, на которую я не буду заходить. Да? То есть для меня важно, чтобы мы в эскизе уже сразу себе наметили ту зону, за которую мы не заходим. Когда мы с вами проводим процедуру перманентного макияжа губ, нам очень важно, чтобы мы красили только кожу губ, красную кайму, не выходя на кожу, в которой уже есть поры и мелкие пушковые волоски, потому что это будет максимально некрасиво. Вот видите, то есть такими вот движениями. Тут очень важно кожу чуть-чуть подрастянуть и мелкими движениями карандаша ввести вот эту нашу линию. Тогда она у нас получится достаточно четкой. Но я еще потом покажу вам, как я карандашом буду ее подчищать. Потом я еще буду в любом случае все смотреть по симметрии. Сначала я всегда отрисовываю эскиз по своей природной форме. Получается, у Дарьи достаточно рельефные губы. То есть вот она идет, кожа губ. Дальше такой прям хороший, отчетливый, четкий рельеф. И дальше уже начинается скос туда на кожу. И вот здесь вот я, например, увидела, да, смотрите, если мы с вами заходим за рельеф, то в процессе процедуры с небольшим отеком этот рельеф будет смотреться, как будто бы мы с вами вышли за красную кайму. Далее я пересаживаюсь на другую сторону и снова начинаю отрисовывать эскиз таким образом, чтобы у меня стержень карандаша лежал на коже. Не на красной кайме, а на коже. Немножечко вот так вот растягиваю кожу. Да, вот здесь получается одним пальцем левой руки я чуть-чуть растягиваю кожу. Большим пальцем я вот так вот подворачиваю, чтобы посмотреть, где у меня рельеф и где у меня уже начинаются поры. Начинаю всегда отрисовывать эскиз с медиальной части нижней губы, то есть серединки нижней губы. Сразу себя ограничивая на то, чтобы не выйти впоследствии на кожу. Так мы отрисовали с вами медиальную часть нижней губы. Я ее уже начинаю соединять с комиссурами и веду уже латеральные линии нижней губы. Очень часто встречается то, что девчонки не могут сделать достаточно плотную линию белым карандашом. Здесь вот именно то, что у вас стержень лежит, то, что вы достаточно плотно мелкими движениями ведете свою линию, карандаш остро заточен, тогда у вас все получится. Это очень важно. Карандаш мягкий, очень удобный, им действительно очень легко отрисовать эскиз. Я немножко так, смотрите, растушевываю, чтобы у меня везде была одинаковая толщина. Для чего я это делаю? Для того, что если, например, вот у меня здесь будет такой карандашик не растушеванный, а более тонкий, да, а здесь, например, более как будто бы толстая линия и растушеванная, визуально он будет нас немножко путать. Будет казаться, что здесь как будто бы толще, здесь тоньше. Очень важно, чтобы кисть была полукруглая, она очень удобная. Я ее смачиваю при помощи ватного диска и начинаю уже дорабатывать внутри. Убираю вот эти все свои надсечки, скругляю нашу арку и убираю все лишнее. Латеральные линии нижней губы и латеральные линии верхней губы должны приходить в одну точку. Важно, чтобы вот в этой точке наши линии, наш эскиз четко смыкался. Я всегда финишно проверяю симметрию своего эскиза исключительно в вертикальном положении, потому что когда человек лежит, у нас мышцы, как бы, знаете, такие расслабляются, растекаются, и иногда бывает непонятно, как на самом деле эскиз выглядит вживую, да, то есть когда девушка садится, да, вот в данном случае Дарья села, и я увидела, что одна арочка у нас была
чуть-чуть выше, а получается с ее левой стороны арка была чуть-чуть ниже. С этой стороны у нее губа чуть-чуть более рельефная и более объемная. И именно вот как раз сидя я это увидела и уже подправила, чуть-чуть подсобрала здесь форму и уже довела наш эскиз до идеала. Понятное дело, что явную асимметрию, очень сильную асимметрию мы исправлять перманентным макияжем не можем, но когда есть небольшая легкая асимметрия, мы можем приподнять нашу губу за счет белого валика. Часто бывает на губах у нас такой белый валик природный, вермиллион. Он еще является красной каймой по своей структуре, но он как бы может иногда быть немножко за рельефом губ. А с другой стороны, мы этот белый валик наоборот собираем и убираем, то есть мы его не включаем в наш эскиз. Таким образом мы корректируем форму и по высоте, и по полноте. В данном случае я как раз этим приемом и воспользовалась. Очень важно уже потом в дальнейшем зафиксировать нашу форму, потому что во время процедуры появляется небольшой отек, и, естественно, мы можем потерять эскиз. Для работы с губами я выбираю всегда пигменты Hanafi Colors Pigments. И сейчас я хотела бы вам рассказать про свои любимые цвета и миксы, которые я создаю на них. Для работы с губами я всегда использую пигменты Hanafi Colors Pigments. Просто посмотрите на эту палитру. Здесь можно данными пигментами работать как в чистом виде, также можно их смешивать между собой и получать уже более сложные и более интересные оттенки. Например, для работы с Дарьей, с моей моделью, я использовала пигмент номер 9 и пигмент номер 6 в соотношении где-то 70/30. Сейчас я хочу показать вам именно на бумаге, на растирке, как эти пигменты выглядят и почему я их выбрала для Дарьи. Итак, давайте посмотрим, например, растирку цвета номер 9. Это soft beige. Посмотрите, он более теплый такой, да, оттенок. Вообще, когда я подбираю какой-либо цвет для модели или для моего клиента, я отталкиваюсь от того, что я люблю все-таки либо прохладные оттенки на губах, либо более нейтральные. Так вот, цвет номер 9, soft beige, он более теплый, либо даже я бы его отнесла к более нейтральному оттенку. Цвет номер 6, малина, он считается более прохладным оттенком. И в чистом виде его нужно использовать достаточно аккуратно, потому что изначально губы имеют прохладный оттенок, а если губы возрастные, особенно, да, нужно здесь аккуратно работать, потому что мы можем получить просто слишком холодный мертвецкий цвет, я бы даже сказала. Так, смотрите, вот мы уже с вами увидели, какой цвет soft beige и какой цвет у нас малина, да. И сейчас я попробую их между собой смешать, и мы получим как раз тот самый микс. Я в soft beige добавлю сейчас капельку малины, перемешаю. И сейчас мы с вами получим тот самый цвет. Я его считаю одним из самых модных сейчас и распространенных. Я часто делаю этот микс, потому что он более сложный получается и как раз подходящий по запросу моих клиентов. Вот, видите, он уже не такой холодный, как малина, и не такой теплый и коричневый, как девятка soft beige. Это вот прям очень распространенный цвет. Очень многие девушки сейчас, даже приходя в магазины, выбирают именно такой цвет помады. Когда ко мне приходят на процедуры, девчонки всегда показывают свои карандаши, блески. И, как правило, это именно вот этот оттенок. То есть, посмотрите, вот мы должны смотреть именно вот на этот цвет, который уже такой более прозрачный. За что я еще люблю пигменты Hanafi Colors Pigments для губ? Это за то, что именно ими можно добиться абсолютно любого результата. Можно добиться как более прозрачного акварельного эффекта, также можно добиться и такого более плотного помадного прокраса. Как мы знаем, пигменты Hanafi очень укрывистые и имеют очень хорошие остатки при заживлении. Поэтому, если мы посмотрим даже вот на нашу растирку, мы можем с вами в чистом виде, если будем укладывать пигмент, получить вот такой более темный помадный, да, эффект, либо
я использую всегда в процедуре разбавитель. На колпачок я где-то использую 2-3 капли. И при этом, даже укладывая достаточно плотно пигмент, я получаю в зажившем виде вот такой вот красивый акварельный эффект. Я хочу сказать, что в моем арсенале, наверное, 3 в основном основных цвета. И 4-й цвет номер 5 я всегда использую, когда ко мне приходят более холодные оттенки. То есть цвет номер 5, красный, он всегда должен быть у вас в наличии для того, чтобы нейтрализовать какие-то прохладные или синюшные губы. Даже есть такое понятие синюшных губ. Особенно такие губы встречаются у возрастных клиентов. Далее я люблю, естественно, цвет номер 2, это роза. Для меня он также является базовым цветом. И сейчас я вам тоже хочу показать несколько моих любимых миксов. Это микс номер 2 и номер 9. Обожаю этот микс. Тоже в зажившем виде получается очень красивый, такой пудровый, розовый, но очень мягкий оттенок, потому что именно цвет номер 2 мы немножечко с вами приглушаем и затепляем 9. Люблю даже этот микс использовать в таком соотношении, как 50/50. Так, если вы посмотрите на этот микс, да, смотрите, он тоже получается немножечко более коричневый, розовый, да, но не такой холодный, как, например, 9 с 6. Он такой более розовый. Пудровый розовый получается. Еще есть понятие данному цвету, как грязный розовый, пудровый розовый. Именно микс 9 и 2 создает такой вот цвет. Так, давайте сейчас посмотрим, как выглядит чистая 5. Смотрите, для меня это вот прям красивый, чистый, красный такой оттенок. Очень подходящий для перекрытия синюшных губ. Либо, например, если к вам приходит со старым татуажем и нужно нейтрализовать тоже холодность, он прям очень здорово с этим справляется. И очень мой любимый, один из моих любимых миксов, это как раз-таки, если я в 5 добавлю буквально пару капель 6. И цвет тоже у нас сейчас получится достаточно сложный и красивый. Он вроде бы похож на номер 5, но он уже немножечко другой. Он получается чуть-чуть более прохладный, более винный. Почему я люблю и выбираю для своих клиентов именно прохладные оттенки, либо нейтральные? Во-первых, прохладные оттенки всегда подчеркивают белизну зуб. Если мы используем какие-то теплые оттенки, морковные цвета, да, то они наоборот подчеркивают желтизну зуб. Я об этом всегда разговариваю и говорю со своими клиентами. Более того, прохладные оттенки подходят для губ еще и в соответствии с нашим цветотипом. Да, потому что в Европе и в России нам встречаются чаще всего прохладные цветотипы. И это лето либо зима. Поэтому прохладные оттенки на губах, они более гармонично смотрятся с нашим типом кожи. Итак, сегодня я буду использовать для Дарьи мой один из любимейших миксов. Это цвет номер 9 Soft Beige и номер 6 Малина Raspberry. Почему я их выбрала? Дарья мне сказала, какой цвет она любит, показала мне свой любимый карандаш. Выбор ее был такой нейтральный коричнево-розовый цвет. Поэтому основным оттенком я буду работать именно номером 9. Для того, чтобы добавить немножечко глубины цвета, чуть-чуть его увести в легкий, все-таки розовый такой оттенок, я добавлю буквально несколько капель малины, номер 6. И для того, чтобы получить все-таки в зажившем варианте более легкий прозрачный оттенок, я обязательно добавлю прям 3 капли в колпачок разбавителя. Я очень его люблю. Он действительно и разбавляет, и в итоге мы получаем красивый нежный оттенок при заживлении. Итак, я, наверное, использую где-то капель 10 номера 9. На 9-10 капель я использую 4 капельки номер 6. То есть это в процентном соотношении получается, наверное, 70/30. И обязательно разбавитель. Так как мы для Инстаграма любим красивые плотные прокрасы, но при заживлении красивым молодым девушкам
все-таки хочется получить более прозрачный эффект, мы обязательно добавляем разбавитель, чтобы у нас, не дай бог, не было очень сильного помадного эффекта и цвет был прозрачным, не пластилиновым. Очень важно, чтобы консистенция была и цвет был равномерный. Размешано должно быть все очень-очень хорошо. Вообще я не использую первичную анестезию. В своей работе я использую только вторичную анестезию. Для этого я буду использовать Ханафи, именно айс-гель. В своей работе также я использую и очень люблю картриджи Ханафи. Это новиночка. Мне очень нравится сейчас их коробка. Она максимально удобная. Посмотрите, здесь вот нажимаешь, все открывается. Для работы я использую диаметр иглы 35, острая заточка, единичка. Вообще для своей работы я использую аппарат Альфа Лотос. Это гибридный аппарат, ход иглы у него 3,2, по-моему. Многие любят использовать короткоходы на губы, но в моей технике и под мою руку я все-таки люблю именно гибридные аппараты. Здесь у меня блок Dragon Hawk. Почему я его люблю? Потому что у него начинается вольтаж с 4, даже, по-моему, с 3. Да, с 3. В данном случае скорость я поставлю 4,5. Но я посмотрю, как мы будем укладывать пигмент. Может быть, я его чуть-чуть и повышу. Готовлю ватные диски, смоченные зеленым мылом. Ханафи тоже мне очень нравится, потому что он очень хорошо вытирает остатки пигмента. Смачиваю я свои ватные диски не очень влажно. Так, свой эскиз я немножечко зафиксирую либо пудрой, либо присыпкой детской. Начинаю я фиксировать свой эскиз с дальней комиссуры. Один палец я ставлю сюда вот на щеку, таким образом, чтобы чуть-чуть подрастянуть ее. Большой палец я ставлю внутрь губы, растягивая вот в этом направлении. Короткими движениями, поступательно-возвратными, я начинаю иголочкой вести по линии, да, то есть по стыку между белой линией и кожей губ. Я делаю небольшой кусочек линии и всегда себя проверяю. То есть я должна посмотреть, как у меня все остается, хороший ли у меня остаток и четкая ли линия. Так, я вижу, что линия моя видна, поэтому я продолжаю дальше вести и фиксировать эскиз. Смотрите, я делаю очень короткие штришки. Для чего? Для того, чтобы мне максимально контролировать ровность своей линии. Проверяю еще раз себя на этом участке. Вижу, что все есть. Знаю, что очень многие коллеги для фиксации эскиза берут более тонкую иглу. 35-й иглой тоже можно прекрасно зафиксировать тонко эскиз. Здесь очень важно, я еще раз повторяю, делать линию четкую и тонкую. Для того, чтобы она была четкая, ровность я контролирую именно вот такими вот короткими штрихами. То есть мой штрих, если вы видите, да, если вы прям понимаете, смотрите, насколько он короткий. Просто вот он меньше миллиметра, наверное, даже вот прям. Так, я еще раз остановлюсь и еще раз проверю себя, чтобы не было потом сюрприза, что у меня линия не зафиксировалась. Растягиваем кожу в 3 направления. Получается пальцами левой руки, так как я правша, и мизинчиком своей правой руки. В любой процедуре мой мизинец всегда возле иглы. Таким образом я чувствую вибрацию, да, и получается контролирую глубину проникновения. Здесь немножечко делаю такой нахлестик на линию, чтобы у нас вот этот вот треугольничек был четким. Здесь очень важно, чтобы вы четко попадали вот в этот стык между белым карандашом и кожей. Потому что если вы зайдете на белый карандаш, вы уже отойдете от эскиза, симметрия поплывет. И также, если вы больше зайдете на кожу, вы точно так же сократите объем своих губ данной линии. И получится, что у вас опять эскиз вы зафиксировали неправильно, несимметрично. Самое сложное — это арка Купидона у нас пройдена. Мы ее зафиксировали. Дальше уже латеральные линии гораздо проще. Смотрите, очень важно, что в комиссурах я не довожу свою линию до линии смыкания. Потому что если я доведу ее прям до линии смыкания, то в этом месте у нас будет как бы клякса, да, и рот будет выглядеть как будто бы грустный такой.
То есть верхняя латеральная линия мы не доводим до конца, до линии смыкания буквально где-то 1 миллиметр. И сразу наношу на верхнюю линию нашу вторичную анестезию, для того, чтобы она уже нам выбелила кожу и проявила наш пигмент. Ну и точно так же фиксирую нижний контур. Начинаю от комиссуры дальней. Когда мы фиксируем нижнюю губу, то получается я одним пальцем точно так же на щечку натягиваю губу и большим пальцем уже внутри нижней губы начинаю, собственно, натягивать кожу. И дальше идем уже прям четко по эскизу, четко попадая в стык. Тут очень важно, еще раз я повторяю, потому что любое отклонение даст нам уже асимметрию. Всегда мои пальцы, я никогда не растягиваю вот так вот, ни одну зону, ни брови, ни губы. То есть между моими пальцами я растягиваю где-то сантиметра 2-2,5 максимум, для того, чтобы всегда мои пальцы были на контроле вибрации. Перед тем, как начать красить уже непосредственно красную кайму, я использую в своей работе такой лайфхак, для того, чтобы это было максимально комфортно и клиенту, и мне в работе. Я, получается, в рот подкладываю просто чистый сухой ватный диск, который я складываю таким образом. Делаю такой вот конвертик. И прошу клиента сделать так от зуба, да. И вот так вот подкладываю туда ватный диск. Что мы получаем? Во-первых, мы получаем правильное натяжение кожи. И плюс во время работы клиенту не попадает излишки пигмента в рот. Тем самым не пачкаются зубы, и процедура проходит максимально эстетично и красиво. Начинаю я точно так же прокрас с дальней комиссуры. Что мы делаем? Естественно, мы с вами натягиваем нашу кожу. И далее я начинаю свой штрих. Штрих у меня линейный, я его называю линейным. Он в коже, он короткий, он гораздо короче, чем штрих, например, на бровях. То есть он туда-сюда, внутрикожно, и всегда я начинаю работать с контура. То есть первое, я сначала прицеливаюсь, я вижу, что все, моя игла попала в кожу, в контур. Начинаю первый штрих вести по контуру и дальше уже веду вниз к слизистой. Нахлёст у меня на предыдущий ряд где-то 90-80%. Смотрите, так как мы не используем первичную анестезию, закрашиваю губы небольшими кусочками, да, я их называю секторами. То есть получается половинку своей губы я делю где-то в среднем на 1, 2, 3, 3-4 сектора и крашу каждый где-то 2-3 раза. И дальше идем. Следующий блок красим. Начинаем с нахлестом 90% на предыдущий блок. Начинаем красить, как я уже и говорила, с контура. А далее мы его растягиваем в сторону слизистой. Некоторые боятся очень много раз проходить по контуру. Не бойтесь. Смотрите, вот когда мы с вами проходим уже штриховочным движением, да, по контуру, то мы с вами просто этот контур делаем более четким, а дальше растушевываем его. Потому что если вы будете бояться идти по контуру, то у вас будет оставаться пробел возле приконтурного пространства. Сильно далеко в слизистую я не захожу для того, чтобы не было сразу отека. Отекшие губы очень тяжело красятся. Начинает выделяться сукровица, начинается выделяться лимфа, да, вот эта белая водичка, и, соответственно, она выталкивает пигмент. Вы знаете, да, что чем тоньше игла, тем более травматичная работа. Несмотря на то, что мы каждый блок проходим там 2-3 раза, это все равно считается как будто бы первый проход. Но мы на первом проходе с вами доводим цвет практически и прокрас практически до 70-80%. Почему я не использую первичную анестезию? Очень многие мне зададут такой вопрос, чтобы вот у нас заморозился наш слой верхний. Ей нужно проникнуть глубже, и немножечко она как бы такое имеет действие разъедающее. Если на коже глаз и бровей у нас кожа более толстая, то на коже губ у нас очень тонкий слой эпидермиса, самый верхний слой. И получается, что она настолько разъедает кожу, что в дальнейшем, а действие
анестезия длится буквально там 20-30 минут, то получается, когда мы начинаем дальше работать, то мы работаем как будто по обожженной коже. Так, ну видите, мы потихонечку уже прокрасили. Это вот у нас такой первый проход латеральной части, да, губ. Латеральная — это значит боковая часть. Потихонечку переходим к медиальной части, то есть к серединной части наших губ, верхней губы в данном случае. Немножечко, видите, вот так вот натягиваю кожу и начинаю работать опять с нахлестом на предыдущий наш блок. Сначала по контуру, а далее уже растушевываю цвет ближе к слизистой. Когда мы работаем именно блоками, обратите внимание, у нас нет такого огромного отека. Еще раз, видите, я прохожу прям по контуру и дальше растушевываю такими вот движениями, линейным штрихом. Видите, он у меня туда-обратно, внутрикожно, коротенький. Движения руки достаточно быстрые. И уже растушевываю ближе к слизистой. Так, очень важно, чтобы наша арка была достаточно четкой. Для этого именно у контура где-то первые 5 миллиметров я их прям прорабатываю отдельно. То есть вот я еще разочек иду по контуру и чуть-чуть растушевываю где-то на 1,5-2 миллиметра, но отдельно прям прорабатываю контур. Так мы с вами, в принципе, закончили первый наш проход по одной половинке губы. То есть вот именно такой прокрас должен быть после первого прохода. Я вот прям ответственно заявляю, что я очень часто работаю на губах без коррекции. Почему? Потому что я делаю достаточно плотно и равномерно первичную процедуру. И, как правило, этого эффекта достаточно клиенту. Единственное, что когда вылезает герпес, он может съесть пигмент. Ну или если были нарушены правила ухода, клиент грыз, сдирал корочку, тогда тоже могут появляться какие-то пробелы. Тогда да, тогда, конечно же, коррекция необходима. Так, итак, мы закончили так называемый первый проход по верхней губе. Вот так должен он выглядеть. На этой половинке пигмент уже чуть-чуть более проявился. Здесь он чуть-чуть еще светлый, но он проявится. И сейчас я для того, чтобы уже финишно, когда я вернусь к верхней губе, закончить и моему клиенту было максимально комфортно. Плюс я увидела какие-то пробелы, какие-то пятнышки, возможно, неравномерности. Да? Мне нужно выбелить кожу. Для этого я использую опять-таки вторичную анестезию Ханафи гель. Наношу его на верхнюю губу. Чуть-чуть может покалывать клиенту. Я точно так же начинаю от контура, чтобы вы понимали, да, то есть вот я сначала первый мой штрих идет по контуру, и дальше я его уже растягиваю внутрь к слизистой. Хочу обратить внимание всех мастеров на то, что на нижней губе у нас очень часто встречается такая сухость, да, вот вы прям вот увидите. И когда я сейчас буду работать по ней, прям даже по звуку будет слышно, как машинка, как иголочка прям шкрябает кожу. Поэтому, когда я записываю своих клиентов на перманентный макияж губ, я рекомендую им за 3 дня поскрабировать кожу и максимально увлажнить. То есть я предлагаю делать вот маски на ночь, да, увлажняющие, и в течение дня обязательно пользоваться какими-то бальзамами, чтобы во время процедуры не было вот таких вот сухих корок, потому что именно они, во-первых, не позволяют нам максимально ровно и равномерно прокрасить, плюс в любом случае здесь я начинаю работать с большим нажимом, и клиенту, конечно же, это чувствительно. Вот я начинаю от контура губ, здесь у меня еще движение и звук такой мягкий, приятный. И как только я начинаю подходить к нашим корочкам, которые у нас, как правило, образовываются ближе к слизистой, слышите? Вот оно уже идет такое шкрябание, которое нужно проработать. И, конечно же, я говорю, здесь нажим чуть-чуть более сильный, и клиенту более чувствительно в этой зоне. Дошли до середины, и дальше продолжаем двигаться уже к комиссуре, которая ближе к нам, да, к ближней комиссуре. Так, мы закончили нижнюю губу, первый проход. Я сейчас также наношу анестезию. Вообще, я хочу сказать, что нижняя губа у нас прокрашивается, как правило, всегда быстрее,
и легче. И следующий этап мой такой, что когда я возвращаюсь к верхней губе, посмотрите, вот, кстати, хочется вам прямо сейчас показать, насколько даже при выбеленной коже у нас достаточно равномерный прокрас, то есть все пикселечки прям равномерные, цвет равномерный, но мне его нужно уплотнить. Но для того, чтобы уплотнить и уже завершить мою процедуру, в этом случае я уже беру иголочку тройку, это 0,25 3 RLLT. Я ее не буду распушать, она спаянная, плотная, и именно этой иглой я буду уже завершать свою процедуру. Важно, чтобы положение иглы было строго перпендикулярно к коже, чтобы было задействовано сразу все 3 иголочки. Движения точно такие же, короткие, линейные, от контура к слизистой. Вот здесь я уже в слизистую захожу чуть-чуть поглубже, для того, чтобы растянуть цвет. Хожу точно так же, блоками. И вот вы видите, я уже немножко подвыворачиваю губу и немножко уже захожу туда глубже, в сторону слизистой. Вот она уже законченная верхняя губа. Хочу обратить внимание, что когда мы вытираем аккуратно кожу, не трем ее много-много раз, а вытираем ее от кожи в сторону слизистой, то мы получаем достаточно красивый край, да, чуть-чуть есть у нас покраснение, но сейчас даже пока я буду работать с нижней губой, кожа уже успокоится вокруг. Как я проверяю плотность? Я беру пальчиками, прям вот раздвигаю и смотрю, где я прям вижу белые пробелы, там я уже финишно прохожу кусочками локально. Еще очень важное замечание, когда мы работаем на коже ближе к слизистой, мы с вами вообще практически не нажимаем, потому что там кожа более тонкая, и просто получить какие-то пятна некрасивые очень-очень легко. Я закончила прокрас, и для того, чтобы мне сделать максимально красивое продающее фото, я должна, естественно, наши губы подготовить к фотосессии. А для этого я использую консилер. Консилер я наношу одноразовым микробрашем, потому что я считаю, что по раненой поверхности мы не имеем права использовать какие-то многоразовые вещи, то есть здесь мы тоже должны использовать все одноразовое. И вот мелкими движениями, как карандашом, да, я четко иду по стыку и наношу на кожу консилер. Ну и, конечно же, мы с вами сфотографировали губы без какого-либо блеска. У меня часто клиенты спрашивают, а что это за блеск такой? Вы-то вот прям такой перманентный макияж делаете? Я говорю, нет, конечно. Это мы наносим наш фирменный вазелин Ханафи, который я сейчас нанесу, и который даст нам вот этот вот красивый такой сатиновый блеск. Мы, во-первых, увлажняем наши губы, и, во-вторых, придаем им вот такой вот красивый блеск, который тоже будет очень красиво смотреться на фото-видео. Вот, смотрите, какой красивый блеск, да, появился. Вот так мы закончили нашу процедуру. Спасибо, Дарья, за то, что доверилась сегодня мне. Я надеюсь, что мы встретимся и снимем еще и заживший вариант. Я надеюсь, вам было максимально полезно сегодня. Если есть вопросы, пишите комментарии. И обязательно подписывайтесь на канал Hanafi Colors Pigments. Там просто миллион полезной информации. Всем до встречи!